В одной из стран решили рассказать, арестуют ли Путина в случае визита. Трамп пообещал одному из участников переговоров много земли в результате сделки. Главный европейский пессимист назвал руководителя России неприятным словом. Западная пресса определила победителя переговоров в Белом доме. При коммунистах дрались в очередях за водку. За какую жидкость дерутся при Путине? Переговоры не для всех. За кем из диктаторов США послали морскую пехоту? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Хозяин Кремля может выдохнуть с облегчением. Власти Швейцарии заявили, что не будут арестовывать Владимира Путина, если он приедет в страну для мирных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью «Франсе-24». Страна готова предоставить Путину иммунитет, несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. В прошлом году швейцарское правительство утвердило процедуру предоставления иммунитета лицам, находящимся в международном розыске, если они приезжают в страну для мирных переговоров. Напомним, в 2023 году Гаага выдала ордер на арест Путина по обвинению в соучастии в предполагаемой массовой депортации украинских детей в Россию. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между Путиным и Зеленским в Женеве, отметив нейтральный статус этой площадки. Неназванный источник в Белом доме назвал агентство Рейтер другое возможное место для переговоров. В этом качестве рассматривается Венгрия. А где бы хотели увидеть Путина вы? Пишите в комментариях. В результате мирного процесса Украина получит много земли. Об этом заявил Дональд Трамп в эфире телестанции Fox News. В первом после переговоров с Зеленским и десантом европейских лидеров интервью президент Соединенных Штатов еще раз подтвердил: Путин согласился на встречу с Зеленским в ходе телефонного разговора с Трампом. По словам президента, отношения между Путиным и Зеленским оказались чуть лучше, чем он ожидал, и оба лидера решили сначала провести переговоры тет-а-тет, а потом в трехстороннем формате. Однако, как отметил президент США, не стоит ожидать, что они станут лучшими друзьями. Надеюсь, Путин будет вести себя хорошо. Если нет, мы окажемся в сложной ситуации. Трамп также отметил, что для Украины вступление в НАТО и возвращение аннексированного Крыма невозможно. Однако, по его словам, в рамках урегулирования конфликта Украина получит, цитируем, много земли. Самое главное, по мнению Трампа, страна вернет себе нормальную жизнь и получит гарантии безопасности. Хозяин Белого дома подтвердил, что европейские страны готовы выслать с этой целью свои контингенты в Украину. Не разделяет оптимизма Трампа французский президент. Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу LCI, что европейцы не должны питать иллюзий насчет России. Он считает, что страна не вернется к миру и демократии в ближайшее время. Президент Путин a rarement tenu ses engagements. Макрон назвал Москву долговременной дестабилизирующей силой, а Владимира Путина – хищником, которому необходимо продолжать есть ради собственного выживания. Макрон напомнил, что с 2008 года Кремль не раз нарушал международные обязательства и продолжал пытаться перекраивать границы для расширения своего влияния. Страна, которая направляет до 40% бюджета на вооружение и мобилизовала армию в 1,3 миллиона человек, не станет за одну ночь мирной и открытой демократией. Это реальная угроза для всей Европы. Макрон также выразил сомнения по поводу скорого мирного соглашения по Украине. «Смотрю на факты и не вижу, чтобы Путин стремился к миру. Хотя, возможно, я слишком пессимистичен», заявил Макрон в интервью уже NBC News. Что пишет западная пресса о прошедших в Вашингтоне переговорах? Оценки достаточно однозначны. Трансатлантический альянс прошел серьезное испытание, отмечает Политика. Европейские лидеры прибыли в столицу США с опасением, что президент Дональд Трамп вновь может сблизиться с Путиным и заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на рискованную сделку. Но, как пишет издание, встреча прошла иначе. Саммит укрепил единство Запада и вернул США в рамки трансатлантической координации.
операции, что собеседники политика охарактеризовали как неудачный день для Путина. На похожие аспекты обращает внимание и британский The Telegraph. Издание подчеркивает, хотя общая картина не идеальна для Украины, Европейский альянс добился важных стратегических успехов. Впервые за последние недели Путин, возможно, оказался под давлением. Если он ответит на эти посягательства на его власть срывом сделки или любых будущих переговоров, он может сделать себя виновной стороной. Это может вызвать ответные меры со стороны Белого дома, который отчаянно хочет положить конец войне. Президент Зеленский, по мнению The Telegraph, одержал тихую дипломатическую победу. Правда, есть и пессимисты. В аналитической статье для сайта телеканала CNN Клэр Себастьян пишет: Путин уже получил то, чего хотел. Двустороннюю встречу с Трампом, лидером которого он считает равным себе. А встреча с Зеленским, по его мнению, несовместима с его мировоззрением и целями войны. А что думаете о прошедшей встрече в Белом доме вы? Есть ли надежда на мир или Путин опять соскочит? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Пока Путин требует отдать ему весь Донбасс, в оккупированном Донецке русский мир проявляет себя с новой силой. В городе достигла критической точки ситуация с водой. Вы об этом в курсе? Вы об этом в курсе? Я вам не давал разрешения. Ты мимо, блядь, какой подъезд? Иди отсюда по-хорошему, Тут уже начались стихийные драки среди местных жителей, которые отчаянно пытаются достать хотя бы несколько литров. Люди стоят в очередях по несколько часов на жаре, с трудом выдерживая нагрузку, а слабые теряют сознание. Видео, которые активно распространяются в социальных сетях, наглядно демонстрируют, до чего дошла разруха коммунальной инфраструктуры. Жители Донецка обвиняют друг друга в установке насосов в подвалах, выкачивающих воду, в то время как власть молчит. Люди вместо того, чтобы задать вопросы оккупационной администрации, срывают злобу на таких же страдальцах, как они. Ситуация усугубляется новой проблемой. Хулиганы скручивают краны на больших пластиковых бочках, и вода просто вытекает, не давая возможности хоть как-то пополнить запасы. Вредительство становится и массовым явлением, а в очередях за водой можно увидеть сотни людей. Все это происходит на фоне катастрофического провала в управлении Донецком со стороны российской администрации. Никакие элементы инфраструктуры, включая социальные службы, не восстановлен. Власть в городе фактически исчезла, а ответственность за выживание жителей возложена исключительно на них. Город, который когда-то был одним из самых мощных промышленно развитых центров Украины, теперь переживает не только физическое, но и моральное разрушение. При этом жители боятся выйти на протест, опасаясь репрессий со стороны оккупационных властей. Все, что им остается, срывать ярость друг на друге, теряя последнюю надежду на помощь. Киев предложил Вашингтону крупную сделку по поставкам вооружений после завершения войны с Россией. Согласно документу, с которым ознакомилась Financial Times, Украина готова закупить американского оружия на $100 миллиардов при условии предоставления гарантий безопасности. Финансирование закупок планируется при поддержке европейских стран. Точные позиции Киева по конкретным видам вооружения пока не раскрываются. Ранее Украина заявляла о желании получить как минимум 10 зенитных комплексов «Патриот» и боеприпасы к ним для защиты городов и критической инфраструктуры. Помимо этого, Киев предлагает США заключить сделку на 50 миллиардов по производству беспилотников с участием украинских компаний. Неясно, какая часть суммы будет направлена на закупку дронов, а какая на инвестиции в их производство. Украина также требует возместить ущерб, нанесенный войной, за счет $300 миллиардов замороженных российских активов в западных странах. Киев считает, что санкции против России можно смягчать только при полном выполнении Москвой мирных соглашений. Некоторых плохих парней Трамп изо всех сил пытается усадить за стол переговоров, но не всем диктаторам так везет. Президент США отправил целую эскадру к берегам Венесуэлы. В состав группы входят 3 эсминца, 4000 моряков и морских пехотинцев, самолет-разведчик и ударная подлодка. По данным Рейтер, операция призвана противодействовать угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей, признанных глобальными террористическими организациями. Военнослужащие США будут действовать в международных водах и в воздухе, вести разведку и при необходимости наносить точечные удары. Дональд Трамп обвиняет венесуэльского диктатора Николаса Мадуро в содействии наркоторговцам из целого ряда картелей, которые поставляют в США кокаин и фентанил.
Вашингтон недавно удвоил награду за голову Мадуро. За содействие аресту диктатора Соединенные Штаты готовы выплатить $50 миллионов. Похоже, наследник популиста Чавеса опасается повторить судьбу панамского диктатора Норьеги, которого 35 лет назад США арестовали в результате военной спецоперации. Генерала Вашингтон тоже обвинял в наркоторговле. Мадуро уже объявил о создании военного ополчения из крестьян и рабочих. Под ружье бывший водитель автобуса планирует поставить более 4,5 миллионов добровольцев. То, что Трамп умеет использовать силу, все могли убедиться пару месяцев назад, когда американские бомбардировщики поразили секретные бункеры в Иране. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.